день, мои дорогие любители вязания. Сегодня хочу вам предложить разобрать вот такой мотив. Схемы у нас нет. У нас с вами есть изделие, которое вы видели в первых видеокадрах. Скорее всего, что это не ИИ, а это кружевное машинное полотно, с которого вот сделаны такие комплекты, да, шорты и такой как бы пальто удлиненное, юбка, костюм. Схемы нет, повторяюсь, но мы с вами можем попробовать разобрать. Вот что у меня получилось. Еще у нас там с вами есть мотив, который соединяет эти, но с этим мотивом немножко попозже, я думаю, разберемся. Сейчас я еще размышляю над этим, как это все сделать. Вот. А этот мотив мы сейчас с вами разберем. Прежде чем мы с вами начнем разбирать этот мотив, хочу попросить вас подписаться, кто еще не подписан, комментировать, делиться видео, ставить лайки, дизлайки, кому что нравится. И приглашаю вас еще на мой второй канал, который называется «Ателье Истории», где я рассказываю о домах моды, о дизайнерах, о том, как все это происходило. На мой взгляд, это очень интересно. Ссылка на этот канал будет под видео. Кому интересно, проходите, подписывайтесь, слушайте. Ну, а я с вами перехожу к действию. Начинаем мы с вами вязать 4 воздушных петельки. Замыкаем в колечко, хвостик пропускаем вдоль. 1, 2, 3. Это будет первый столбик. И 1, 2, 3. Расстояние между столбиками. Накид. Захожу в колечко. Прихватываю хвостик и вяжу столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. И снова столбик. Таких столбиков у нас должно быть 8. Последние 3 воздушных петли, и мы замыкаем кольцо. Вот что получился. Теперь 1, 2, 3 столбик. И в арочку я вяжу 4 столбика. Первый, второй, третий и 4. Накид и вершину тоже столбик. В арку мы вяжем 4 столбика и в каждую из вершин тоже по столбику. Обошли мы с вами по кругу, и вот последний 4 столбик я соединяю с вершинкой столбика в столбике. Вот так. Теперь соединительной петлей перехожу как бы в первый столбик, который был подарочкой. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Первый столбик мы задействовали. Заходим во второй. Я вяжу столбик с 3 накидами. Это будет второй. Вот он будет третий. 1, 2, 3. Вот он 4. 1, 2, 3 и 4. Да? 1, 2, 3. Соединили все вместе и закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 воздушных столбиков, воздушных петель. 3 накида. Получается, вот этот столбик, который шел столбик, мы его пропускаем. Заходим именно в столбики, которые у нас были в арке. Там у нас 4 столбика. И мы опять их соединяем, вывязывая 4 недовязанных столбика с 3 накидами в один пучок. И между ними 9-10 воздушных петель. Вот так. Соединили, закрепили. Обошли мы с вами по кругу, получили вот такой своеобразный цветок. Пока я вязала и думала, что можно у нас вот сократить
не делать вот здесь вот пробелы по одному столбику, а сделать их более плотнее. Но это вы можете проэкспериментировать. И теперь мы соединяемся с вершинкой нашего столбика. Теперь 1, 2, 3. Это будет первый столбик. Но в арку мы с вами будем вязать 11. И в каждую вершину по столбику. 11 и столбик, 11 и столбик. То есть я делаю накид и под арочку вяжем 11 столбиков с одним накидом. Получили 11 столбиков, и следующий столбик у нас идет в вершину. Ну и так продвигаемся по кругу. Обошли мы с вами по кругу, и последний столбик соединяем с вершиной первого. Следующий ряд 1, 2, 3. Это будет первый столбик. В готовом мотиве вот здесь я вязала 5 воздушных, но думаю, что это много. Поэтому давайте попробуем связать 3 воздушных. 1, 2, 3. То есть это расстояние между столбиками. И 1, 2, 3 в четвертый столбик на основании вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, накид, 1, 2, 3, четвертый столбик. 1, 2, 3, накид, 1, 2, 3. И четвертый у нас получается это вершину столбика. И так как вы поняли, что на пролет между столбиками, в этом пролете у нас 2 столбика. Движемся по кругу. Итак, мы с вами обошли и этот ряд. Последние 3 воздушных. 1, 2, 3. И соединяемся. Ну и сейчас у нас с вами будет последний ряд этого мотива, в котором мы с вами и разобьем и сделаем уже не круг, а вот такой вот как бы 6 углов. Первые 3 воздушных, это первый столбик, накид. Захожу под арку, и под арку мы с вами вяжем 4 столбика с одним накидом и столбик в вершину. Мы с вами будем разбивать по 4 вот этих вот окошка на сторону. Будем считать, что вот это первое, второе, это третье, а вот это вот четвертое окошко. 1, 2, 3. И я вязала 4 столбика. Может быть, будет и много. Может быть, нужно и по 3 столбика. А вот, скажем, столбик, который разделяет одну сторону нашего мотива с другим, я предлагаю связать столбик, затем 2 или 3 воздушных петельки. Давайте сделаем 3. Опять зашла в вершину этого столбика и связала столбик с одним накидом. Далее мы с вами вяжем вот 1, 2, 3, 4 ячейки. Эти мы с вами в каждую ячейку по 4 и в каждый столбик по столбику. А вот в этот вот последний столбик мы опять с вами свяжем вот такой угловой. Итак, сейчас накид и продолжаем вязать столбики. Итак, смотрим. 1, 2, 3, вот 4 окошка заполнила. А последний столбик, который участвует в этой стороне, я связала столбик. 1, 2, 3, накид. Вершину этого же столбика вяжем столбик. И это будет уже первый столбик, который будет участвовать вот 1, 2, 3 в четвертой стороне. Итак, мы с вами продолжаем. Итак, смотрите, я обвязала вокруг, у меня получились 6 углов. Здесь мы с вами сделали половинку, соединительная петля, еще не убрала, не отрезала, но в принципе уже виден мотив. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 сторон. И как мы видим с вами на готовом изделии, у нас идет соединение. Соединение здесь идут у нас как бы столбиками, то есть идет пространство. Можем соединять и так. Ну и у нас еще идет очень интересное центральное соединение, да. Я еще не придумала и не разобралась, как его сделать. Думаю, что
попробую, по крайней мере, что-нибудь вам предложить. Ну, а на данном моменте я хочу с вами попрощаться. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!